человек между двух миров, наверное, так можно характеризовать, да? То есть это человек, который живет и в Калифорнии, Да. в Силиконовой долине, и в Киеве, Да. и при этом подкованный хороший технарь. Соответственно, вот в этих компетенциях можете задавать вопросы. Да. Его расскажут немножко о себе. Да, кто был на моем докладе с утра? Половина. Ну, я могу в двух словах повторить, в двух словах то, о чем я рассказывал. То есть я сам техник, и с одной стороны, с другой стороны, владелец бизнеса, который раньше был аутсорсингом традиционным. А сейчас перешел я на модель, когда у меня тоже 100 человек, порядка 100 человек в управлении, но это все... Нужно ли закрыть, что пришел? Лучше. Хотелось бы. Порядка 100 человек в управлении, но все это фрилансеры. То есть это все ребята, которые работают из разных стран мира, в разных местах находящиеся, и все они по контракту работают, по контрактеру, то есть они такие part-time контракторы. И, на мой взгляд, такая модель более эффективна, чем, ну не только на взгляд, а я вижу просто по результатам, по финансам в первую очередь. Модель более эффективная, и она себя оправдывает и делает жизнь и этих программистов лучше, и мою жизнь лучше, и жизнь моих заказчиков. Вот такая ситуация. Да. То есть вы их просто немножко дороже перепродаете клиентам? Я ими по-другому управляю, это самое главное мое отличие. Ну и перепродаю, соответственно, тоже иначе. У меня эти люди не на зарплате. То есть я не плачу им помесячно или по понедельно, или даже почасово. Я им плачу по результату. То есть такой у нас менеджмент так организован, что мы разбиваем задачу на большое количество подзадач, и дальше эти подзадачи отдаем этим людям в управление, они их выполняют, возвращают себе нам свои результаты. И когда результаты возвращаются, уже тогда мы их платим. Фикс, да? А? Фикс. Да, у нас фиксированные суммы, такие фикс-баджет на каждую маленькую задачу. Обычно это полчаса, час, очень короткие задачи. Можно немного поподробнее про что вы делаете, что это важно? Что мы программируем? Да, конкретно. Ну, это Java в основном, и это системы, например, веб-системы чуть-чуть, больше back-end решения, какие-то модули для big data мы сейчас делаем, для обработки данных, такие меньше user интерфейс, больше back-end, вот так. Такие системы, которые, да. Где вы находите и как отбираете? Находим мы их, в принципе, у нас 3 источника. Первый это Upwork, самый примитивный. То есть если нам нужны конкретно сейчас программисты, мы идем на Upwork, выкладываем туда объявление и получаем там 25 человек завтра на случай. Ну как, получаем заявки, из которого мусора там в основном процентов, наверное, 90. Если нам нужны люди чуть покачественнее, мы идем на Stack Overflow. И там выкладываем Stack Overflow на Career.Stack Exchange, выкладываем там объявления, тогда приходят люди чуть получше, их поменьше приходят, но они по качеству выше. А самые лучшие люди приходят к нам сами. То есть у нас веб-сайт, который мы уже там, мы это все делаем порядка чуть меньше 2 лет, и есть люди, которые приходят сами и пишут нам, мы хотим с вами работать. Самый качественный работа. Отборка у нас происходит такая, когда человек к нам приходит, он присылает резюме, сначала мы автоматически, один из наших программистов, у нас есть такой пул наиболее качественных ребят, там 5 человек, и мы выбираем одного из них случайным образом, и на этого человека назначаем как на интервьюера. Дальше этот интервьюер задает вопросы базовые, которые прислал. У нас есть достаточно четкие и понятные критерии отбора. Мы не интервьюируем людей, у нас такой принцип, положен в основу нашей работы, что мы не интервьюируем людей, а мы даем рынку проинтервьюировать людей. То есть человек, когда к нам приходит, мы у него спрашиваем, покажи нам, что уже про тебя сказал рынок. То есть какие у тебя есть на рынке достижения, какие у тебя есть продукты на рынке, какие у тебя есть open-source продукты, какие у тебя есть сертификаты, какие у тебя есть публикации, есть ли у тебя блог, читают ли твой блог. То есть мы вместо того, чтобы с ним разговаривать и понимать его качество, мы наоборот ему говорим, покажи нам, что уже про тебя говорят другие люди. Если показать нечего, мы его в основном сразу отфильтровываем. Если показать есть что, мы начинаем смотреть, что там конкретно можно посмотреть. Например, он говорит, я там на GitHub, у меня там 2 интересных продукта. Ну давайте посмотрим. Мы начинаем смотреть на эти продукты. Если там действительно какие-то рейты у него высокие, то есть уже рынок других программистов на него как-то отреагировал. Или на Stack Overflow у него есть какой-то там рейтинг, который показывает, что он знает, что такое Stack Overflow. Да? Это платформа, на которой они там программисты вопросы-ответы задают. Достаточно популярна, и эта платформа не просто достаточно популярна, это номер один, не номер один, единственная в мире платформа, где фактически общаются программисты. Есть даже такая шутка, что если Stack Overflow отключить на 1 день, то весь мир программистов просто остановится.
перестанем программировать. Что действительно так, это как база, это сейчас как фактически база знаний всего мира, где собрано все о программировании. Поэтому не присутствовать там и не задавать там вопросы, не давать там ответы, это признак того, что программист слабый. Мы его фильтровываем. И вот те, кто проходит эту фильтрацию стартовую как-то, мы дальше им даем такое тестовое задание несложное, которое выглядит у нас таким образом, мы даем кусок кода, который содержит в себе разные погрешности и ошибки. И говорим, как бы ты его улучшил. И вот этот процесс, и даем ему 15 минут. И его можно делать потом, он может прислать через 2 дня, через 3, просто ждем от него результата. Он присылает, и мы смотрим, как он этот проходит, как он за 15 минут может, что он предлагает улучшить. И другой наш программист, интервьюер, смотрит на этот результат и понимает, как мы сможем ли мы с этим человеком работать или нет. У нас наша статистика такая, что из 20 приходящих резюме к нам мы одного человека берем. Примерно так. Один человек, точнее так, один человек у нас может работать. Берем мы больше, берем мы, наверное, человека 4. Но из них 3 потом отваливают, потому что они не могут работать. Ну, все конечные фрилансеры или есть агентства, компании? Только фрилансеры. Агентства нам пишут тоже в большом количестве, но мы их не берем, потому что это лишнее просто звено. У нас, скажите, юридически как это оформлено? Вот у вас, получается, компания в Америке зарегистрирована? Да. И, то есть люди к вам никак не оформляются вообще? У нас контракт, мы просто подписываем контракт с каждым человеком. И этот контракт говорит о том, что мы ему платим, когда он скажет, а дальше налоги он платит сам. У нас американцев, кстати, ну, то есть, там, с нами прошло, наверное, человек 150 за эти 2 года, и американцев из них там уже 2. То есть, мы просто, американцы, как оказалось, ну вообще люди, в основном это Америка, они по цене завышены, как программисты, они дороже, чем все остальные, а по качеству они такие же, а то и хуже. С ними работать нет смысла. Вы рассказывали про процессы, которые у вас устроены, чтобы можно легко заменить одну команду на другую. Да. Вы можете подробно сказать, какие процессы и кто занимается этой настройкой? Да, хороший вопрос. Идея вся, на самом деле, вообще в этом, вообще во всей разработке софта, она, на мой взгляд, в том, чтобы действительно людей сделать заменимыми. Вот это тот идеал, к которому должна стремиться любая группа разработки. Как на других производствах тоже. Ну, наверное, на других производствах тоже, наверное, везде, да. То есть человек это самое слабое звено. Чем больше бизнес зависит от человека, тем хуже бизнесу. Поэтому люди должны быть только в тех точках, в которых уже никак нельзя их, просто нельзя их оттуда убрать. Но мотивация людей прямо противоположна. То есть люди, естественно, хотят совершенно наоборот. Любой программист хочет, чтобы его не убирали. То есть он хочет сделать все так, чтобы от него зависело здесь все. И вот мы с этим вот должны воевать в этом конфликте. Как мы это делаем? В первую очередь мы уделяем внимание, ну, наверное, не в первую, а самое главное, это сделать так, чтобы продукт, который мы делаем, кусок софта, чтобы он из набора файлов, что такое софт? Это набор файлов, там, Java, чем угодно, это куча каких-то текстовых файлов. Вот из этих файлов, чтобы он попал в продакшн, так называемый, то есть туда, куда он должен попасть, например, из него получилось мобильное приложение, которое мы можем зайти на App Store, нажать и загрузить. Вот этот вот весь путь, он должен быть проходим по нажатию одной кнопки. Вот такая должна быть задача. Мы нажали кнопку, кто угодно может нажать кнопку, не пускай там с какими-то правами. Тот человек, который может нажать кнопку, он нажимает эту кнопку, и эти файлы собираются как-то, проходят массу этапов, и у нас получается мобильное приложение. Вот если мы это можем так автоматизировать, не то что если, мы это всегда автоматизируем. У нас каждый проект начинается с вот такой полной автоматизации. Его пока еще даже нет, у нас есть там пара файлов, но первую задачу, которую мы ставим, когда стартуем любой проект, это мы ставим задачу архитектору вот, сделать так, чтобы у нас по одной кнопке проходил полный цикл автоматизации. Это занимает там 10 часов работы обычно на старте у архитектора. Пока еще проект маленький, это легко сделать. Но легко как? Обычно люди не знают, как это сделать. То есть когда мы брали новых людей, сейчас у нас уже есть люди, которые понимают это и делают это на потоке. А когда мы только брали людей, то люди не понимали, о чем идет речь, как, для чего это. Обычно у людей в стандартном программировании здесь чуть-чуть автоматизировано, потом здесь автоматизировано. А здесь нужно еще чего-то понажимать. То есть есть такой вот человек, который разбирается в этом, мы ему звоним там или говорим, давай выложим, значит, следующий релиз, и он там что-то нажал, сработало, потом он какой-то файл куда-то переставил, перезалил, добавил какой-то пароль, потом опять нажал на кнопку, опять что-то произошло, потом он опять что-то нажал, upload, все, получилось. Но мне нужно сделать, я не могу без него, мне все равно нужен всегда этот человек, я, допустим, владелец бизнеса, мне нужно звонить этому человеку и говорить, делай эту процедуру. Вот мы ему говорим, нет, а нам нужно, чтобы все произошло автоматически. И люди говорят, а вы уверены, что это возможно? И мы говорим, ну, нам не важно, возможно это нет, оно должно быть так. Мы не стартанем проект, пока этого не будет, пока этой кнопки не будет. Ну, это называется Continuous Delivery. Вот этот Continuous Delivery Cycle. Мы его настраиваем. А дальше это первый такой
первая задача это настроить этот путь. А дальше задача этот путь усложнять. Все время его усложнять. То есть задача бизнеса делать так, чтобы этот путь был все труднее и труднее и труднее. А программисты будут воевать в обратную сторону. Они будут пытаться все время, значит, им это будет трудно, им это будет больно, потому что чем этот путь длиннее, тем труднее программисту вот сюда что-то засунуть. Вот что-то добавить в эти файлы. Потому что мы этот путь прогоняем каждый раз. После каждого изменения небольшого в этих файлах мы пропускаем полный цикл и смотрим, а получается ли у нас собрать все целиком. Вот мы взяли какой-то один из этих файлов, дописали, поменяли там заголовок, или картинку поменяли в этом мобильном приложении. И вот он, программист считает, вот я хочу с новой картинкой, чтобы она была. Раньше у нас на мобильном приложении там кнопка была зеленая, а теперь я хочу синюю. Он зашел в этот файл, зеленую кнопку поменял на синюю. И говорит, я сделал. Мы говорим, нет проблем, сейчас проверим. Опять нажимается кнопка и полный цикл проходит. Получилось у нас в конце приложения? Получилось. Тогда программист счастлив, свободен, мы ему платим. Он за свою задачу закончил. Ну, тут небольшое противоречие. Получается, что в таком случае любая новая фича для кастомера становится дороже, чем сложнее continuous delivery процесс. Нет, мы платим все равно программисту одинаково. Не, я понимаю, в смысле, что хорошо, время внедрения самой небольшой задачи, да, оно удлиняется. Нет, такая-то скорость, это же в секундах меряется. То есть длина этого цикла, она там на старте, когда мы стартуем проект, она там, допустим, 70 секунд. Когда мы сюда вставляем какие-то еще сложные какие-то процессы, допустим, на старте, например, мы делаем так, что эти файлы там компилируются, потом они там скрепляются в один архив, потом они там направляются на тест-файл какой-то, а потом они попадают еще куда-то. Это все занимает там 70 секунд на старте. Потом начинается работа, и мы говорим, добавим-ка мы сюда еще шаг, например, статического анализа. Это когда мы проходим по коду, например, на этой Java, и смотрим, чтобы он был там отформатирован таким образом, как он должен быть отформатирован. Ну, чекстайл, например, чекстайл. Вот мы его добавляем. Теперь это уже не 70 секунд, а шагов не 3, а 4. Четвертый шаг говорит, только так форматируем код. У нас уже не 70 секунд, а 3 минуты стало. Потом чуть дольше, чуть дольше. Но он больше 15 минут не вырастает. То есть весь цикл 15 минут занимает. Клиенту это цифра не критична. Но все время он делается труднее, все время мы его стараемся усложнить. Усложняя его, мы таким образом гарантируем, что наш продукт стабилен. Стабильность продукта – это наличие вот этой кнопки. Если она есть, продукт стабилен. Как только мы эту кнопку, она исчезает, и мы не можем ее больше нажать, все разваливается. И это фатальная ситуация для проекта. Не важно, что происходит в других местах, не важно, как красиво программисты рассказывают, как все хорошо работает, все, продукт развален, продукт больше не существует. То есть наличие этого цикла, это совершенно абсолютно критичное качество проекта. Вот так мы достигаем, вопрос был о том, как сделать так, чтобы люди были взаимозаменяемы. Если эта кнопка нажимаемая, и мы всегда можем из этого набора каких-то файлов все собрать, то даже если в этих файлах полная ерунда, даже если там мусор, который может понять только кто-то один, но если это все это собирается по одной команде, уберите всех людей и поставьте новую, они, по крайней мере, смогут, и скажите им, допустим, вот мы всех убрали, потом мы поставили новых людей и говорим, через полчаса нужно поменять синюю кнопку на зеленую. Через полчаса. У нас нет времени на месяц вникать в этот проект. У тебя полчаса на то, чтобы вот конкретную фичу сделать. Он берет этот какой-то, находит там файл, выдергивает оттуда, смотрит, ага, синяя, меняет ее на зеленую, потому что ему так кажется. Ну, у него нет знаний, он не знает пока, он не разбирается. Ну, он догадками каким-то своим. Он догадывается, делает какое-то изменение и дальше пробует, нажимает кнопку, не пошло. То есть он нажал, а оно не собралось. Значит, он что-то не то поменял. Нет проблем, он вернул назад, поменял что-то другое. Опять нажал кнопку. Оно не собралось опять. Через третью попытку, он через 20 минут, через полчаса он все равно это сделал. Если же такой кнопки нет, то он поменял синее на красное, и дальше у него возникает вопрос, что дальше ему делать? Как понять, получилось у него, не получилось? Он должен, дальше возникает огромное количество неизвестности, в которой программисты и говорят, я не хочу в этом разбираться, потому что я не понимаю. Потому что нет кнопки. Он и так не понимает, но он не понимает, но у него есть этот механизм сборки всего продукта. И он, запуская его раз за разом, он начинает потихоньку в нем разбираться. И для него это комфортное состояние, более-менее разрабатывать код, даже если там каша, значит, из мусора какого-то, плохо написанный код, но если есть кнопка сборки, то обучение, изучить этот код, он сможет довольно, так сказать, комфортно. Потому что он всегда знает, что он ничего не ломает, он не боится этого кода. Он открыл файл, поменял там чего-то, какую-то одну гадость на другую гадость, нажал, не собралось, вернул назад, черт с ним, я ошибся, давай в другом месте попробуем, давай в третьем. Но он всегда знает, что он ничего не поломает. Что всегда есть полный механизм сборки, который защищает его от его собственных ошибок. То есть код от него, он спокоен, что на него не положат вину за предыдущий программист.
Это главная опасность программиста, когда его вставляют в чужой проект и говорят, ну давай разбирайся, он первые 2-3 дня счастливый, потому что там все окей, ему кажется, что он разберется, а потом он понимает, что он ткнул здесь, а ломается здесь, а потом он потрогал здесь, а поломалось здесь, начинается вот такая вот каша, и на него складывают всю вину за это, потому что от него ждут результата, давай эту кнопку менять. И поэтому он говорит, давай все меня писать с нуля. Давай все я напишу с нуля, тогда будет я буду знать все. И он напишет ровно то же самое. Он напишет ровно такое же, потому что этой кнопкой он не понимает, в чем идея. Он не понимает, что задача сделать так, чтобы он был увольняемым. А это для программиста, ну как ему, это же для него опасность, он же не хочет быть увольняемым, он хочет быть незаменимым. Поэтому задача бизнеса сделать так, чтобы программист, не слушать программиста в этом случае, а настаивать на том, чтобы он стал. Кому в данном случае принадлежит такая волшебная кнопка? Вам или Нет, заказчику? заказчик, То конечно. есть заказчик может в том числе и вас поменять, и Да, останется... конечно, мы это сразу бизнес. заказчику объясняем. Да. Мы за ним заменяем в первую очередь. Мы так организуем проект, чтобы мы сразу ему говорим, представь, что ты с нами поработал полгода, а потом не хочешь с нами, хочешь взять своих людей, допустим, full time, передумал с фрилансером. Мы ему отдаем весь пакет с этой кнопкой. То есть у него получается продукт, который собираем. И мы ему говорим, ну допустим, мы тоже ошибаемся, может быть, мы все неправильно сделали, может быть, мы неправильно написали этот код, может быть, но мы тебе даем то, что собирается. Ты его, по крайней мере, сможешь выкладывать в продакшн, и он будет, это будет живой продукт. А кто в вашей компании, в вашей структуре занимается сбором требований, там, уточнением скопа и раздачей задач уже на сотрудников? Ну, это две разных активити. Понимание скопа зависит от клиента. В лучшем случае, если клиент толковый, то он сам имеет доступ в нашу систему тикетов и сам просто создает эти тикеты. Если не секрет, что используете для этого, для тикетов? Но мы используем GitHub тикет. Можно Jira, ну что-то типа Jira. Ну, GitHub он очень простой, очень легкий, поэтому мы его используем. Он дешевый относительно, и просто относительно дешевый. $100 в месяц это все, что мы Он тратим. дешевле, чем Jira. Он во многом дешевле, да. И, на мой взгляд, лучше. Все эти жиры это тоже из прошлого, на мой взгляд. Jira должна, на мой взгляд, отмереть в результате и останется такие солюшены, типа. Надеюсь, что нет. Ну, да, кому-то она нравится, кто-то на ней, много компаний на ней сидит, но я ее не воспринимаю как решение. Ну вот мы GitHub используем, и клиенты, толковые клиенты, которые технически подготовлены и как бы заинтересованы в успехе, они разбираются, находятся в GitHub и вместе с командой живут. То есть команда программирует, там 20 программистов, все время общаются, и они туда тоже свои задачи выкладывают. То есть он такой же, как он также действует как программист. Он выкладывает тикет какой-то, создает, в этом тикете пишет, я хочу, чтобы кнопка была там синяя, сейчас она зеленая, обратите внимание, объясняет все текстом, не звонит по телефону, не кричит, там, не имейл пишет, а создает такой правильно отформатированный тикет. Это хорошие клиенты. Дурные клиенты, такие менее подготовленные клиенты, просто или дурные, или упрямые, или которые привыкли работать по старинке, они хотят все равно общаться с человеком. И тогда у нас есть такой requirements аналитик. Люди, которые аналитики. У нас их 4 человека, и так мы тоже ротируем между проектами. Они выходят на контакт с клиентом, и его фантазии превращаются в тикет. Потому что нам все равно в конце нужен тикет. Мы работаем с тикетом. Потому что тикет это задача, мы можем ее поставить, задать человеку, поставить на него ответственного на этот тикет, и с ним будет он работать. То есть мы не умеем работать с текстами, которые там в свободном формате, а тем более со звонками по телефону или со Skype, обсуждениями. Мы берем все. То есть у нас это первое, отвечая на первый вопрос, кто понимает требования и перекладывает их в текст. А дальше, кто управляет, у нас есть project manager, это вторая роль, который берет эти вот список этих тикетов, доступный сейчас бэклога, так называемый. Из этого бэклога выдает задачи там, программисту, тоже есть у него пул программистов, он выбирает там, в соответствии со своим алгоритмом, там, со своей логикой, кто подешевле, кто подходит, кто не подходит. И эти задачи по одному на него набрасывают. Какого размера проект? Ну, у нас, я думаю, что малого-среднего, так судя по тому, что бывает в индустрии, но у нас ну, там длительность год, стоимость там, 150-100 тысяч долларов. Что-то такое. Я думаю, это средний. Наверное, будет ближе к малому. Да. То есть, мы большие проекты, но я думаю, что с ростом компании и вообще с ростом этой идеологии все равно проекты будут примерно такой величины. Я думаю, что проекты должны быть маленькими для того, чтобы они были управляемы. То есть если проект разрастается, его надо дробить на части, оставлять. Ну, у нас проект это репозиторий, у нас, так сказать, кусок кода, это вот мы вокруг него строим проект. И когда этот кусок кода начинает разрастаться, то мы рекомендуем заказчику поделить его на несколько частей и сделать это 2-3 проекта отдельно.
тогда все получается опять управляемо, и можно продолжать. Потому что таких супер крупных проектов, в которых там гигабайты репозитория по величине, в которых там история трехлетняя, это, так сказать, на мой взгляд, плохо поддерживаемое решение и неправильно, когда команды делают. Вопрос, кто выполняет, в принципе, бизнес-анализ и где вы храните ту информацию, которая там в жире в конфликте хранится? То есть вот все там use-кейсы и прочее. Вы это вообще, в принципе, делаете, если там средний и малый проект? Мы делаем, да, делаем, мы стараемся это делать как можно сокращеннее, как можно меньше на это тратить времени и как можно меньше писать документов, потому что мы, как в agile, мы верим больше в продукт, чем в документацию. То есть мы стараемся как можно скорее сделать продукт, выложить его куда-то и смотреть на него. И дальше работать уже с дефектами, а не с идеей. То есть обычно делается как? Какой-то период идет на бизнес-анализ, чтобы понять, как нам это дело внедрить в бизнес, для чего это нужно, бизнес-кейс рисуется. Потом мы делаем какой-то еще функциональный анализ, там, как это будет выполняться, и только потом мы доходим до какого-то продукта. Это занимает время и, на мой взгляд, деньги не очень эффективно расходуются. Мы стараемся что-то сделать сразу и запустить. Мы такое даже обещаем заказчику, что от старта проекта до первого прототипа, который вы видите, мы обычно проходит не больше 2 недель. До MVP? Это не MVP, MVP это то, что уже можно показать клиенту, а до скелета, такого proof of concept, что ли. Вот если он приходит и говорит, мне нужно приложение, которое будет там делать анализ большого потока данных, там, приходящих отсюда, попадающих вот сюда. То мы ему говорим, хорошо, через 2 недели мы будем получать какие-то данные и отправлять их вот туда. Они не будут сортироваться, как ты хочешь, они не будут так быстро, как ты хочешь. Но да, мы возьмем, вот ты возьмешь файл, положишь его сюда и увидишь там на выходе другой файл. Вот этот прототип мы ему покажем через 2 недели. Без всяких, то есть мы на анализ потратим очень мало времени. Пару дней мы проанализируем, еще пару дней мы напишем какую-то спецификацию там на 2 страницах, выложим это все, закодим это все и выложим как продукт. И сделаем эту кнопку, по которой он сможет ее запускать. И дальше мы его спросим, а что тебе теперь не нравится? И он скажет, так оно же не сортирует. Ну так вот этот баг, номер 1. Уже у нас есть баг, который мы можем фиксить, оно не сортирует. Дальше он скажет, так а файл, я ему даю 1 килобайт, а получаю 0 байт. А где же полностью файл? Он говорит, значит не передаются данные, баг номер 2. А так, а я же хочу запускать его через веб-интерфейс, а сейчас он через какой-то там файл, какой-то через командную строку. Вот баг номер 3. И погнали поехали вот эти баги, которые в большом количестве набираются, и мы их начинаем фиксить. Сейчас давайте я закончу. Да, а насколько соответствует, потому что когда дальше он будет гнаться за багами, и реально то, что ему неудобно, может вообще забыть о своих первоначальных целях. Кто вообще там, в принципе, контролирует цели изначальные, соответствие тем бизнес-задачам все-таки, потому что, как любое приложение, решает бизнес в первую очередь, это инструмент какой-либо. Нету ли в этой проблеме? И второй сразу вопрос, чтобы там передать слово. Вы работаете по фиксу с подрядчиками, но при этом работаете вы там time and material, например, с клиентами, насколько вообще это, мы с Европой работаем, для нас 90% дела так происходит. И мы там с фиксом тоже не сильно дружим. Как вы продаете именно конечный потребитель? На первый вопрос отвечаю насчет бизнес-анализа, мы никак не делаем. Просто у нас таких не было случаев. То есть у нас обычный клиент знает, для чего это ему нужно и что он хочет. Наверное, будет в будущем, посмотрим, пока нет такого опыта. У нас клиенты понимают, для чего это нужно, и вот такие пока были клиенты. Наверное, возможно, в будущем возникнет такая проблема, будем бизнес-аналитиков нанимать, которые будут смотреть на этот скелетон, на этот скелет, который мы создали, потом звонить заказчику или куда-то ехать, например, спрашивать, а вообще то ли это, и писать новый баг. И говорить, баг номер 4, там, номер 5, так это же вообще не то. И в этот баг номер 5 будет написано, ожидается то, и мы будем фиксить этот баг. То есть я большой вообще, не то что поклонник, а я очень верю в то, что должно быть управление через баги, через ошибки. То есть ошибки это основной, как это называется, топливо, да. Это основное топливо, на котором мы работаем. Вот если у нас нет багов, то мы останавливаемся. А если у нас багов много, то мы активно идем вперед. То есть мы очень просим заказчиков и самих программистов, мы платим даже программистам за баг. То есть мы программист, когда он репортит баг, мы ему платим деньги. Каждый раз мы его мотивируем на то, чтобы он зашел и отрепортил. Чем больше мы получаем багов, тем более живее становится продукт, тем больше, значит, мы фидбэка имеем от клиента, а значит, мы можем качественнее сделать продукт. Если у нас будет бизнес-анализ, то это только хорошо. Мы еще одного человека вставим в проект и скажем, слушай, бери вот это все, сравнивай с бизнес-задачами каждый день и пиши нам, что не так. И у нас будет еще 50 багов сверху, которые будут говорить, что оно же не то. Ну, когда. А на второй ответ мы чаржим фикс прайс с программиста
и транслируем все наши расходы на заказчика. То есть у нас мы поставили задачу программисту, допустим, такой маленький тикет, там, ошибка такая, и у него есть цена всегда прикрепленная к этому тикету, допустим, 1 час. А мы всегда ставим одно и то же. У нас всегда полчаса. И мы ставим полчаса, вот у него, допустим, рейд $50 в час, вот $25 он получит, когда закончит, когда он решит эту проблему. Он ее решает, мы ему $25 заплатили, и заказчику в счет поставили 25 плюс наши 100%, еще 25 надо. Вот $50 нам должен заказчик. Это получается очень прозрачно для заказчика, потому что он, во-первых, знает точно нашу комиссию сверху, он точно знает, за что он платит, и если нет решений, то он ни за что не платит. То есть если не закрыты тикеты, если тикеты не закрываются, то, соответственно, никаких денег никто не платит. Он не платит ни за месяц, ни за неделю, ни за год, он платит только при закрытии тикет by тикет. То есть закрывая одну задачу за другой, мы ему в счет набиваем. Это такой подход, который и не тайминг материал, и не фикс прайс. То есть мы ему и не говорим, сколько будет стоить продукт целиком, уже мы не знаем, сколько там будет багов. И с другой стороны, мы не берем с него за выработку, потому что этой выработки мы не хотим с него брать за то, что... Поэтому вам выгодно как можно больше багов. Нам очень выгодно баги, да. Нам, конечно, выгодно баги. Сам программист сам себе баги ставит. Ну, у нас есть контроль этого, потому что мы разрешаем заказчику, заказчик имеет возможность на каждый баг поставить, так сказать, красный флаг поднять и сказать, что это я не считаю нормальным багом, это как бы жульничество. И у нас такие бывают случаи, но довольно редко. Но иногда бывает, да, программисты, особенно новенькие, новички, они понимают, что им платят за баги и начинают там сочинять. Но есть в проекте и архитектор, и project менеджер, которые это дело приостанавливают, и эти баги реджектятся. QA есть сразу там вообще? Есть и QA, есть и тестинг. Это два разных процесса. Тестинг это тот, который берет продукт и сравнивает с... А QA, это у нас есть еще QA такой процесс, который проверяет правильность прохождения всего нашего процесса. То есть QA это который контролирует качество организации процессов. Допустим, QA смотрит на то, чтобы баги были оформлены правильно. Это одна из функций QA. И QA смотрит, а так ли мы оформили баг, а тот ли человек его оформил, а так он был пофиксен. Такой общий контроль за ситуацией ведет QA. Несколько фрилансеров в том числе, которые... Ну, с клиентов, извините. Да. С клиента вы не берете за это деньги? То есть это важно? Берем, все берем. Да. То есть С клиента мы берем за... Клиента мы берем, мы все берем с него, все, что мы тратим, но по тикету. То есть все его деньги прикреплены к конкретному тикету. Но контроль процесса это же мета-активность. Контроль процесса это мета-активность, но мы с нее берем, мы на каждый тикет, когда тикет завершен, мы заплатили программисту за то, что он его выполнил. Еще мы платим за QA 5 минут работы, вот человек это не проверил. 5 минут мы чаржим за сверху на этот тикет. А если QA вернул? Если QA вернул, мы QA все равно платим, а программисту нет. Так вы же заплатили программистам. Не, мы программисту платим после QA проверки. То есть сначала тикет закончен, мы потом отсылаем его на QA, QA говорит окей, тогда мы платим и QA, и программисту. Если QA говорит не окей, мы платим QA, программисту нет. А если QA вернул, нет, точнее, сказал, что паст, а заказчик вернул. Вот Тогда кто штрафуем, мы штрафуемся. Но это моя проблема. Тогда мы заказчику делаем рефанд довольно крупный, мы возвращаем ему 2 стоимости. Ну, как бы, это штраф. Мы понимаем, что если уже клиент поймал нас, после того, как мы прошли наши процессы, мы понимаем, что это наша большая как бы, вина, мы ему возвращаем 2 стоимости. То есть это я сильно попадаю. Я и плачу программисту, я заплатил и программисту, заплатил QA, еще возвращаю 2 стоимости заказчику. Но это случается раз в 2 месяца. А с программистом продолжаете работать? Да, но это же не его вина, да. Он же прошел QA, прошел наши проверки, кнопку нажали, код собрался, все, мы его устраняем от ответственности. У нас такая философия с программистом. Твоя задача как программист это сделать так, чтобы код прошел все наши проверки и после этого ты свободен. То есть если что-то потом поломалось, это абсолютно не вина программиста. Главное, что если его код прошел наши проверки, наши QA, наши эти все анализы и собрался, и мы нажали кнопку, и все получилось в продакшн, но при этом код был не тот, который ожидался, и он делал ошибки, это наши проблемы. Значит, мы слишком слабо его проконтролируем. А если же мы его ловим где-то на этом этапе, допустим, код-ревью не прошел, или не собирается код, то это его проблема, и мы разбирайся сам. То есть у нас такой бинарный подход, либо да, либо нет. Мы не обвиняем после, но мы сильно обвиняем до. Подскажите, какой процент из той базы аутсорсеров, которые у вас висят, работают не конкретно работают, а какой процент из этой базы работает перманентно, постоянно у вас загрузка? У нас такое ядро сейчас из 100 программистов, которые всего у нас в базе, у нас чуть больше, чем 100, ну считаем 100. Ядро человек 30. Человек 30 постоянно загружен. Каждый день они работают, да. Каждый день закрывают. Это именно конкретные люди или просто вот из этого списка выдергивают? Это конкретные люди. То есть 30 работают перманентно, я немножко... А совсем фултайм нет никакого. А. В какой процент загрузки? Самые активные программисты закрывают примерно 4-5 задач в день. Каждая задача полчаса. То есть они примерно тратят, я думаю, 3 часа в
день 4. Что как раз те цифры, А которые... сколько человек в штате, вот именно в штате? а не на В аутсорсе? штате у нас никого нет, но таких активных фрилансеров, активных вот part-time ребят, которые, как говорю, которые по 4 часа в день вырабатывают, закрывают там Я 5 говорю именно про архитектуру и вот. Они все у нас никого нет в штате. Вообще никого. Ни одного фулл-тайм. Я вот один. Вот один фулл-тайм. Вот я full-time, да. Все, больше никого. То есть у нас затрат, что делает нашу модель такую эффективную? Затрат у меня ежемесячных затрат, ну только моя зарплата. И все остальное идет под задачу. Есть клиент, мы тратим. Ну, есть клиент нам платит, мы платим им. Перестал клиент платить нам, соответственно, мы не платим им, ну и все. А как вы продаете себя? Ну, так вот продаем. А как все продают. Тут я ничего не изобретал. Ответьте на вопрос. Тут я ничего не Как вас изобретал. находит заказчик? Ну, нам пишут заказчики, на сайте нас находят. Кого-то мы там на конференциях встречаем. Или След все-таки. А? Ну да, его, да, мы же на рынке не первый день. То есть кого-то какие-то рекомендации, референсы. Давайте здесь. Вот, да, отсюда вопрос. Не возникает ли у ваших клиентов вопрос, грубо говоря, когда вы ему привозите, там, я не знаю, груду кирпичей, по сути, сваливаете и говорите, ну, вам нужен дом, да, так вот у нас вот груда кирпичей уже есть, что вам тут мне не нравится? И он говорит, ну, она не похожа на дом, да, который я хочу. Он не спрашивает вас, а сколько мне это встанет в итоге дом построить? Спрашивают. Вот Мы и что вы каждую- тогда отвечаете на это? Мы каждую неделю, у нас такой процесс, мы говорим, не знаем сначала, потому что мы на И первый клиент говорит, окей, то есть. Первый, да, он говорит, окей, да. Сначала мы должны уговорить Всё, клиента. значит. Я вот такую же примерно презентацию делаю клиенту, я ему рассказываю, вот там, послушайте, как это работает, это будет лучше, чем по-другому, потому-то есть ряд преимуществ для клиента. Но он говорит, хорошо. И мы стартуем, мы что-то там создали, он заплатил за это. Он сначала согласен заплатить за создание этой груды кирпичей. А потом, когда начинаются эти баги, мы каждую неделю просим, делаем re-estimate проекта, реоценку проекта. То есть мы выбираем какого-то из программистов из проекта и просим его оценить целиком весь как бы, объем продукта, как он примерно будет нам стоить на выходе. И получаем некую цифру. В следующей неделе опять новую цифру, в следующей неделе опять новую цифру. У нас получается такой некий график. И клиент его видит. И мы эту цифру клиенту все время Это оцениваем. интересно. Да, и показываем. Смотри, вот сейчас мы оценили вот так, а в прошлой неделе оценивали вот так. И он видит этот график, он обычно вот так идет. Вверх. Вниз он не идет. Ну, все время увеличивается. Ну да. Ну потому что, естественно, клиент у него какие-то идеи, какие-то фичи добавляются, и рост продукта идет. Но, по крайней мере, он понимает, что ну, такие у него ожидания, он должен. Да. Смотрите, мы вот занимаемся много сопровождением, ну, не писанием так Нового года, да, а сопровождением того, чего есть. Когда мы заходим на проект, просто у нас было много кейсов, ну, в России, а тут выходит много фрилансеров, ну, которые работали с клиентом раньше. Ну, мы их за счет сервиса, как правило, отодвигаем, да, ну, при таких же ставках. Да. Но я все равно вот верю в вашу модель, ну и мы сейчас такую платформу для сопровождения наших клиентов, да, где можем как раз подключать этих фрилансеров, как вы говорите, part-time. У меня вот вопрос такой, возвращаясь к Upwork, как вы выбираете, что самое главное все-таки? Наличие, ну я для своих клиентов пытаюсь понять, да, с позиции клиентов смотрю. Наличие готовых работ, вот резюме, ну не образование точно, да, скиллов каких-то прописанных, да. Вот по какому критерию вы бы сказали, вот этот подходит, а вот этот нет? По готовой работе, по скиллам, по рекомендациям, кому можете позвонить, спросить, да? Ну вот что, какой набор? Ну, я думаю, что так. Для меня самое главное, чтобы, поскольку моя модель работы такая, под меня, мне самое главное, чтобы человек умел работать как фрилансер. Умел работать как фрилансер. Это значит, что он должен уметь, во-первых, учиться самостоятельно. Он должен уметь коммуницировать удаленно. Он должен уметь... Быть самоорганизованным, да? Наверное, это две вещи. Он должен учиться самостоятельно. Даже не так. Он должен уметь решать проблемы удаленно. Вот так. Вот это, наверное, единственное, что он должен делать. Он должен уметь решать проблемы удаленно. Ему поставили задачу. Он находится не в офисе. Ему некого спросить. У него нет никаких коллег рядом. Он находится где-то там на Филиппинах. Где-то там в бунгало своем. Я не знаю, где он находится. Ему поставили задачу. Я не ожидаю от него, что он будет знать, как это решить. Но он должен уметь найти решение. Как теперь определить, что он умеет находить решения при самостоятельной работе? Надо посмотреть, находил ли он их раньше. Как находят программисты решения удаленно? Они должны уметь спрашивать на Stack Overflow. Он должен уметь найти на какую-то платформу, а у нас она одна в мире, Stack Overflow, она монополист. Значит, мы должны посмотреть, ходил ли он на нее раньше.
Если он на нее ходил и задавал там вопросы, ему там отвечали, значит у него есть этот скилл в руках, значит, у него есть этот навык в руках. Он умеет пойти, задать вопрос, получить ответ и решить задачу. Не в офисе спросить у кого-то, кто ему поможет, а пойти на Stack Overflow. Мы ему говорим, покажи на своем Stack Overflow, как ты задавал вопрос. Он говорит, я там вопросы не задавал. Мне оно не надо. Я, значит, учусь сам, мне в офисе помогают. Ну тогда извини. Мы тогда понимаем, что ты, может быть, талантливый парень там у себя в офисе. Но ты не сможешь работать с нами. Мы тебе поставим 5 задач, и ты к нам придешь с вопросом, а я не знаю, как их делать, подскажите. Ты сам не умеешь решать эти проблемы. То есть это первое, он должен уметь быть на Stack Overflow. Это супер важно. Второе, он должен, решая проблему самостоятельно, мы все программисты, это я им всем рассказываю, все программисты работают с open source продуктами. То есть сейчас невозможно запрограммировать какой-либо кусок кода, не вовлекая какие-то open source модули. Они все сейчас, весь софт разрабатывается, собирая какие-то open source решения, и потом сверху мы пишем какие-то свои куски над этим. Так программируют сейчас. 15 лет назад это было иначе. Сейчас это именно так. Огромное количество существующих продуктов. Мы пишем мало кода, больше берем. Когда он не берет эти куски кода, он вынужден, он естественно сталкивается с ошибками в этих open source продуктах. Они не идеальны, они далеки от идеала. И вопрос возникает, как он последние 10 лет работал с этими open source продуктами самостоятельно и сталкивался с этими ошибками. Если он с ними сталкивался и умел их решать, то это хорошо. Как он их решает? Он должен показать нам историю, как он в эти open source продукты вносил какой-то вклад. Писал там баги, например. Он берет какой-нибудь там Apache Hadoop, и этот Hadoop должен его использовать. В Hadoop там куча разных проблем, куча ошибок. Он хоть раз написал этот Hadoop, значит, вот у вас, ребята, ошибка. Он хоть раз сделал им какое-то там, допустим, исправление в этом Hadoop? Нет. Он 10 лет подряд занимался программированием, а open source contribution у него zero. О чем это говорит? О том, что он либо не умеет это делать, и то же самое будет с нами. Мы ему поставим задачу, он возьмет какой-то Hadoop, там, допустим, или какой-то Apache модуль, он его не состыкуется, и он бросит. Потому что он просто не умеет пойти в этот Apache, открыть там их репозиторий, написать там их баг, попросить, чтобы его пофиксили, они его пошлют, он настоит, там напишет им еще раз, они его опять пошлют, в конце концов он добьется своего, и баг будет решен. И он вернется к нам и скажет, я решил эту проблему. Либо он сбросит это все и скажет, там у них баг, я ничего не знаю, что с ним делать. Вот мы у него спрашиваем, какой у тебя опыт open source работы? Где ты в этом open source мире хоть что-то сделал, или кому-то помог, или может свое что-то сделал? Он говорит, у меня ничего нет, это плохо. Если у него что-то есть, это показывает мне, что у него есть опыт решения проблем самостоятельно. А это все, что мне нужно. То есть первое, он должен уметь спрашивать на Stack Overflow. Второе, он должен уметь работать с open source продуктами, чужими. Он должен в них уметь что-то вносить. Ну и, наверное, третье, это, мы обращаем внимание на сертификат. Сертификат это хорошо. Это опять же показывает его способность учиться самостоятельно. Потому что получить сертификат, он должен потратить несколько месяцев на обучение, на самообучение, должен заплатить какие-то деньги и должен пойти в этот тестовый центр, получить сертификат. Все это показывает его самостоятельность. Вот, наверное, третий такой. Мне наплевать на эти референсы, это совершенно никакого роли не играет. Мы знаем, как они пишутся. Один попросил другого, написал его референсы. Это совершенно никакой роли не играет. Ну, если такой не референс там, от Сергея Брина, то тогда, наверное, я на него посмотрю. А если это референс какого-то там работодателя, с которым он работал, откуда я знаю, как он его получил? Что два друга договорились, один другому референс написал. То есть референс никакой роли не играет. Образование, мы тоже все знаем, как это образование. Это он 5 лет отсидел в каком-то месте, в каком-то вузе, и что он? Что эти 5 лет? Просто он продержался 5 лет, написал эти дипломы, все там сидят, все выгоняют на единицы какие-то. То есть, опять же, если у него там MIT или Стэнфорд, тогда да, я на это обращу внимание. А если это просто какой-то государственный университет где-нибудь там в Новосибирске, о чем это говорит? Ни о чем. То есть на это мы не обращаем внимания никакого. Ну и, наверное, еще опыт работы, время. Люди приходят и пишут, что у них там 10 лет работы, опыт, или 15 лет работы. Тоже я им зачастую говорю, что это только плохо, когда у вас такой опыт. Если вы 15 лет программируете на Java, и вы до сих пор программист, то, наверное, какой средний у вас? То, наверное, это нехорошо. А? Какой средний опыт работы? В основном люди там по 5, по 6 лет. Где-то так. Потому что я не могу себе представить программиста хорошего, который 15 лет программирует на Java. Значит, что-то с ним не так. Что он никуда дальше если у него только, если он, конечно, не суперстар какой-то там, который там лид-инженер в Oracle каком-то, да, тогда может быть 15 лет. А если он просто программист в EPAM 15 лет, сколько можно там сидеть? Давай двигайся. Если он не двигается, то значит у него какие-то, не такой уже хороший программист. А почему? Хороший программист просто любит программировать. Все. Но он бы прошел бы дальше, он бы пошел куда-то А дальше. не хочет он идти.
Ну, тогда, значит, он вот это вот мы его... Он любит создавать программы, все, и не хочет. Ну, это слабо, значит, у него мало этой мотивации, самомотивации. Мне же нужны люди, которые будут сами хотеть чего-то. Сами хотеть. Не те, которые вот они ждут, когда ему дадут, спустят сверху задачу и покормят его на обед. А который будет сам двигаться. А если он сидит 15 лет и только просто любит программировать, и нет у него каких-то уже серьезных достижений, за 15 лет должны быть серьезные достижения у человека, серьезные. Он должен быть там соавтором Hadoop этого, например, или там соавтором какого-то там крупного open source продукта, он должен быть там на куче конференций уже выступить, если он 15 лет в Java мире. У меня есть такие знакомые, которые по 15 лет в Java. Ну так это ребята, ну, высокого уровня очень, в Java мире. Да, тогда можно, у него там список, он там в Java One, там у него куча выступлений в Сан-Франциско. Это принимается. А когда это просто программист с опытом 15 лет, то это очень хороший. Поэтому я им пишу, не пишите этот опыт. Пишите же я 5 лет, или вообще ничего не пишите. Но не показывайте, что вам 15 лет, вы только хуже делаете себе. Я это, да. Давайте, наверное, последний вопрос. Я, кстати, немножко вернусь к разговору о взаимодействии с кастомерами. Вот как вы решаете вопрос по срокам? Ну, наверняка же кастомеры хотят сроки, да? И раз уже последний тогда 2, да? И как вы умудряетесь убедить кастомеров, что все-таки невозможно сразу попасть в финальную оценку? То есть, кастомер говорит, у меня есть 10 тысяч, я хочу Google. Ну, утрирую, да? Вот. Это даже не утрирую. Ну, такая ситуация часто бывает, да. Какие вы используете слова для этого, чтобы объяснить им, что давайте попробуем за 10 сделать первую страницу, а потом посмотрим? Первый вопрос задал. Первый вопрос был, вот кастомер недоволен сроками, да? И, допустим, в вашей модели часто может быть такая ситуация, что разработчик заболел, еще что-нибудь, и вы можете это поздно узнать, или что не знаю. И как бы пропадает... Да, ну я понял. Первый вопрос я понял. Сроки мы решаем через зачастую дублирование задач. Дублирование и повышение. Ну, скажу так, мы решаем скорость, мы добиваемся скорости путем увеличения числа людей в команде. То есть, когда у нас нужна очень высокая скорость проекта, мы добавляем еще 10 человек в продукт. Добавляя еще 10 человек, мы увеличиваем количество параллельно выполняемых задач. Сколько они параллельно выполняются, мы же можем на любую скорость фактически подняться. Просто нам нужно увеличить задачи в параллели. Это с одной стороны. С другой стороны, мы даем, у нас у каждого программиста, мы примерно знаем скорость его выполнения задач. С какой скоростью он закрывает один тикет. И цифры достаточно интересные. Хорошие программисты закрывают за 3,5 дня. Примерно. То есть от момента выдачи его задачи до момента, когда QA сказал, что все в порядке. То есть вот 3,5 дня проходит, пока он поймет, что ему нужно сделать, напишет кусок кода, пришлет нам на ревью, мы сделаем ревью одно, у нас 2 ревью, второе код ревью, и потом это все соберем, потом QA проверит и закроет задачу. Получает $25. И $25, да. Но он, у него таких задач, допустим, 20 параллельно. Вот он 20 задачами параллельно работает, каждая закрывается в среднем за 3,5. Это хороший девелопер. Плохие закрываются 7-8. Вы шарите, получается, эту информацию с клиентом. И мы это знаем, да. Мы знаем, что у него 3,5 дня. Клиент, допустим, набрасывает на нас задачи, мы их имеем, эти тикеты. Мы на каждый тикет, если какие-то срочные тикеты, мы даем тем, кто быстрее их выполняет. Те тикеты, которые не менее срочные, мы даем людей, которые менее. Да. Еще время есть? Там? А вы не ответили на второй вопрос? Сейчас на второй я отвечу, да. Я просто поэтому уже сразу, слушайте, слушай, это возможно, наверное, могу себе представить, но я теперь не могу представить, у меня там есть, например, сервер middleware, и у меня реально бывает так, что приходит мне фронтенчик, говорит, ребят, ну бэкэнд там разработки в Impel.com, ну задолбали, они не успевают, у нас там из-за этого все сроки. И я понимаю, что эти команды мы хотя бы контролируем, мы хотя бы можем там прийти, дать по шапке, или еще как, ну то есть это там, перекинуть эти задачи, мы это видим сейчас онлайн, а не у нас. Как эту проблему решаете вообще в онлайне? То есть вы же там, удаленно это делаете? Как Все то же самое. если middleware большой, там, команда одна, вторая, они между собой взаимодействуют, пока одна команда не сделает, вторая не начнет работать. Конкуренция все конкретно. Ну, команды у нас, это все по проектам. Есть 2-3 проекта, например, которые между собой должны координироваться. При более, так сказать, мы больше делаем заранее, чем стандартные команды. В стандартных командах обычно все откладывается под конец, все затягивается, потому что, ну, по массе причин. У нас мы делаем более интенсивно в начале, больше. У нас таких ситуаций очень крайне редко, когда какая-то происходит нестыковка, и одна команда должна ждать очень долго другой. Ну, такого у нас нет. У нас интенсивная разработка идет с самого начала проекта, такой интенсивно вперед в этих тикетах, и такого прям вот такой ситуации. Команда у вас делится, да? Тем лид, синьор, там мидл. Не, у нас нет синьор, у нас все ровно, программисты все одинаковые. А кто пересматривает код ревью делает? Ну, то есть Один на другого. Один на У нас другого. только есть одна выделенная роль, это архитектор. Архитектор, он самый главный. Он делает финальный ревью всех задач. То
есть у нас, когда человек прислал какой-то свой кусок кода, выбирается один из других программистов случайным образом и говорится, просмотри этот код, то есть делать такой peer review. А потом архитектор еще имеет свое слово, он должен сказать, да, я согласен, и это все собирается. Потому что архитектор видит все целиком, он как бы наблюдает за тем, чтобы не развалилась архитектура. А каждый кусок кода два человека проверяют друг друга. Теперь вопрос насчет оценки. Как мы убеждаем клиента, что так должно работать? Вопрос хороший. Мы его убеждаем долго и мучительно. Это не всегда легко. В основном клиенты именно такие. У меня есть $10 000, я хочу копию Фейсбука, мне сказал знакомый, это можно сделать. И вот если вы не сделаете, то я пойду к нему. И он там живет как раз в Мумбаи, и он все обещал сделать. И у него уже есть опыт, и у него есть такие уже решения. И он делал, и он показал, вот смотри, да, вот смотри, он уже такое показал. Да, такие бывают, но это, наверное, общая беда. Мы теряем клиентов. Далеко не все клиенты с нами соглашаются. То есть, в принципе, на какой-то фиксед прайс вы никогда не соглашаетесь? Не, на фикс вообще. У меня даже есть ряд статей на эту тему, в которых я прямо четко описал, что это категорически неверный подход. Нельзя софт разрабатывать с фикс прайс. Это вообще принципиально неверно. По ряду причин, но самая главная причина, я в этой статье сравниваю это как с поездкой на такси. Можно сесть и сказать, сколько до аэропорта будет стоить. Кто-то кого-то обманет в итоге при фиксированной цене, и кто-то будет недоволен. Совершенно правильный подход это сказать, сколько вы берете за километр и сколько есть ли у вас карта. Все, карта есть, за километр столько, поехали. Так же и в нашем случае. Спросить, как вы разрабатываете софт и сколько вы берете за километр. И дальше мы доедем, куда-то мы доедем. Вы там заплатите ровно столько, сколько стоила эта поездка. Получится нас доехать или не получится? Ну, будет зависеть от карты. Но платить нам фиксированную сумму, мы будем только ежедневно думать о том, как вас обмануть. То есть как сделать так, чтобы наши расходы уложились в эту фиксированную сумму. Мы будем только этим заняты. И я это клиентам пытаюсь объяснить, но кто-то не понимает и говорит, у меня просто бюджет там 25 000 на этом точке. А тогда мы говорим, ну, извините. Мы пробовали брать таких клиентов, я пробовал пару лет назад, ну, там, даже год назад, и это приводит только к одному. Съедаем все 25 000, он остается недоволен. Потому что оказывается, что не 25 должно было, а 35. И он кричит, а ему пытаешься объяснить, что мы потратили эти 10 сверху не потому, что мы у тебя их украли, а мы написали, и начинается куча разговоров на чем, а нужна была ли эта фича, а так ты же ее сам предложил, а когда, да вот же здесь, а что ж ты мне не сказал, что это же будет, ну и дальше, мы это прекрасно все знаем. Поэтому мы сразу говорим, мы платим, вот пока мы едем, мы платим. Но вы платите не за месяц и не за день, а за то, что мы проехали. Мы проехали еще 2 метра, мы закрыли еще 2 тикета, написали еще 2 куска кода, вы нам заплатили. Ну все. А доедем ли мы с помощью этих тикетов? Ну, будем стараться. Ну, все. Спасибо. Все, спасибо. Кстати, вот разница есть между компанией и командой. Ну, вот вы говорили, компания перечеркнута у вас недавно была. Следующая закрытая встреча в 14:10. А получается, команда, вы же компания, вы же компания. По сути. Но мы даем менеджеру. Ну, вот вы конкретно вот компания. Вы компания, да. Вот, а вы одного человека. Да. Да. Ну да. И какая вот разница? Почему компания перечеркнута? Ну потому что я даю не то, что дает стандартная аутсорсинговая компания. Я не закрываю людей, я не прячу людей. Клиент работает со мной плюс с людьми. Вы просто компания открыто показываете. Которая стоит сбоку, да. Я не та компания, которая стоит клиентом, компания вот. Я компания, в не важно, кто там работает. Да. Именно. Стандартные компании, они же как бы закрывают все и говорят, вот наш фасад, вот наша дверь, сюда Ну, заходите. нет, вы так не работаете. А вы не могли работать не с программистами, а с компанией? Ну, грубо говоря, вместо Аутсортить